Мое трехдневное путешествие по Вашингтон-Ди-Си начинается со станции метро. Современные вагоны с кожаными мягкими сиденьями – мелочь, а приятно. С корабля на бал я попала на день рождения моего друга Тима и разделила со всеми волшебный момент тушения свеч. Каково это – просто наслаждаться выступлением невероятно одаренного и прославленного музыканта, вокалиста и гитариста Владимира Фридмана. Какая случайность! Я тоже, как и Владимир, когда-то закончила факультет гидромелиорации. Эмоции зашкаливают. Виновник торжества тоже взял гитару в свои руки и спел дуэтом с Настей. Было очень атмосферно. Анна и Павел – хозяева. Они своей заботой и добротой превратили свой дом в место, где всегда ждут, понимают и принимают. Метро соединяет округ Вашингтон-Ди-Си с соседними штатами Мэриленд и Вирджиния и славится своей системой. Одна из особенностей метро – платить надо не за вход, а за выход. И чем дальше ты едешь, тем больше денег вычитается с карточки. С утра второго дня еду на экскурсию в библиотеку Конгресса имени Томаса Джефферсона. Вашингтон – город музеев. Всего их здесь 220. В библиотеку, Капитолий и Белый дом можно прийти как в музей, конечно, предварительно записавшись. Кстати, все музеи бесплатные. Слышится колокольный звон на утреннее богослужение Пресвитерианской церкви. Впечатляют просторные ухоженные проспекты и улицы, окруженные невысокими зданиями, выполненными в стиле неоклассицизма. По принятому закону градостроительства города высота здания не должна превышать ширины улицы, на которой оно стоит. Старые исторические здания соседствуют с современными офисными постройками. На знаменитой Пенсильвения-Эвеню находится Белый дом и дальше Капитолий. Здесь идет полным ходом подготовка к инаугурации нового президента Дональда Трампа. Поэтому Белый дом не попал в кадр, он остался за высоким забором, а полицейский рассказал, что можно посетить его с экскурсией по предварительной записи за 2-3 месяца. «Перестаньте ненавидеть друг друга из-за вашего несогласия» – такой девиз у протестующего под зонтом. Прямо возле Белого дома, как всегда, стоят митингующие. Не буду им мешать. Очень удобно подняться по эскалатору на возвышенность, и сразу передо мной библиотека Конгресса США. Это историческое здание 1800 года, одна из самых больших библиотек в мире. Более 170 миллионов единиц хранения, включая черновик Декларации независимости. До начала экскурсии по библиотеке оставалось время, и я решила прогуляться по парку. Весь город – это административные здания, юридические офисы, министерства и крупные корпорации. Вот он, символ американской демократии – Капитолий, запечатленный на 50-долларовой купюре, где с середины XIX века заседает Конгресс США. Повсюду красивые аллеи и архитектура, деловые мужи и туристы. Это центр управления Америкой с десятками тысяч государственных служащих, политический и культурный центр с живой атмосферой. Одно из самых узнаваемых зданий. Здание Томаса Джефферсона является одной из 3 зданий библиотеки Конгресса. Волонтер, экскурсовод, историк, очень интересный рассказчик и большой энтузиаст. В центре картина Минерва, богиня обучения. Роскошный интерьер, архитектура эпохи Возрождения, картины и скульптуры – это все наследие человечества.
Высокие сводчатые потолки, а под куполом великолепная роспись под названием «Апофеоз цивилизации». После пожара 1812 года Томас Джефферсон продал свою личную библиотеку Конгрессу и таким образом пополнил ее на 3500 экземпляров книг. Некоторым из них 200-300 лет. Здесь есть книги, датируемые 1645 годом. Здесь расположены статуи исторических фигур, включая Гомера, Исаака Ньютона, Микеланджело и Шекспира. Главный читальный зал является центром как для ученых, так и для широкой аудитории. Мозаичный узор мраморного пола подчеркивает статус библиотеки Конгресса как хранилища знаний и символа интеллектуального развития. Надпись под картиной гласит: «Без приглашения Минервы выполнен памятник вечности». Изображение на 2-долларовой купюре символизирует веру в прогресс, знания, силу науки и достижения Томаса Эдисона в области электричества. С каким вдохновением гид рассказывает о картине «Украшение потолка ротонды». В центре фрески аллегорическая фигура «Знание». Вечерняя прогулка по набережной реки Потомак в Джорджтаун-парк. 28-тонная скульптура Арне Куинс «Природный хаос» – настоящий шедевр и служит украшением площади. Это место считается победителем свиданий, наверное, потому, что вокруг много всяких кафешек и ресторанов. Завязали шнурки? Поехали! Каток в гавани Вашингтона, Д.С. приглашает всех желающих. Merry Christmas from Washington, D.C. From Washington, Merry Christmas! Woo! Happy holidays to Washington. Happy New Year's and Merry Christmas. Merry Christmas from Washington, D.C. Thank you. Всем привет из Вашингтона! Поздравляю всех с Рождеством и с наступающим Новым годом! Желаю добра и счастья! Мэри Крисмас! Какие милые, радужные и счастливые лица! Старый указатель улиц сейчас как инсталляция. Это старая часть Вашингтона, район Джорджтаун, место с уникальной атмосферой, где переплетаются история и архитектура прошлых столетий. Здесь находятся модные бутики, антикварные магазины, рестораны и кафе. Еще с колониальных времен сохранились брусчатые мостовые, которые добавляют улицам особый шарм. Волшебное время начинается после наступления темноты, когда зажигаются огни. Такой вечер останется прекрасным воспоминанием, полный теплых эмоций и красоты окружающего мира. В вашингтонском метро я ни разу не встретила толпы, и население всего около 670 тысяч человек. В третий день по плану посещение Национального женского музея искусств National Museum of Women in the Arts. Музей, основанный в 1981 году, находится в историческом масонском храме. Таблички на балясинах с именами выдающихся женщин-художников, чьи достижения оказали влияние на мировое искусство. Книги охватывают различные темы из истории искусства, также биографии, эссе, дневники художниц.
На сегодняшний день популярными остаются такие направления, как абстракция и экспрессионизм. Фрида Кало, сюрреалист, входит в число самых известных в мире женщин-художниц XX века. Сент-Фале была французским скульптором, монументалистом, художником, режиссером. Изваяла больших, ярко окрашенных женщин в позах танца. В этом музее экспонируют произведения искусства, созданные исключительно женщинами. Коллекция более 4500 картин, скульптур и работ декоративно-прикладного искусства представлена в залах. В 1960-е годы семья Холидей начали собирать произведения искусства. Собрав значительное количество, они приняли решение о создании музея. Сейчас в составе коллектива находится 30 сотрудников. Фигура деревянного коня ассоциируется с силой, свободой и грацией, является примером природного и органического искусства. Инсталляция из автомобильных покрышек «Эко-арт» – яркий пример экологического искусства. Яркие, контрастные или монохромные палитры абстракции создают настроение и атмосферу. Здесь есть и картины экспрессионизма, хаотичные яркие мазки. Скульптура овчарки, выполненная из кроше. Это уникальное сочетание искусства текстиля и реализма. Фигурки из войлока – один из способов создания мягких текстурных скульптур. Натюрморты из фруктов – классика живописи, символика, связанная с жизнью, изобилием и красотой природы. Картина «Супервумен» художницы Кики Когельник, 1973 год. Сучитра Матай – миф из материи. Этот проект Матай, художницы индийского происхождения, показывает, как материалы, ткани, рисунок и предметы могут рассказать историю людей, особенно женщин. Вышивки, поделки и ковры стали символом памяти культурного наследия и истории. Возвращаясь домой после трехдневного путешествия, я поняла, как важно иногда вырваться из привычной рутины. Город Вашингтон охватывает одновременно величие истории, дух современности и интересные встречи новых друзей. Уезжаю с большим желанием, что однажды вернусь сюда, в этот удивительный город, который так много может предложить. Спасибо, что посмотрели мой фильм. Ставьте лайк, если понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал. До встречи в новом путешествии.